Поехали? Отлично. Начинаем нашу очередную еженедельную встречу. Начать я на самом деле хочу с того, чтобы поблагодарить ребят, которые организовывали новогоднюю вечеринку. Давайте, пожалуйста, им похлопаем всем. Это было реально круто. И продолжим мы с видео про человека, который в Dodo работает уже очень долго, про человека очень необычного. Мне кажется, что в свое время Федор нанял меня в основном, потому что думал, что я еврей. Это не так. Я проводил корпоратив, первый, новогодний, Dodo. И мне за него стыдно. Этот ролик тоже показывает на корпоративе, который веду я. Я надеюсь, мне за него не стыдно. У меня все полагающиеся задачи молодого отца. То есть я ее кормлю, гуляю, купаю, меняю подгузники и делаю все, чтобы она осталась в живых. Что, если бы я стал Федором, открыл его почтовый ящик, просто чтобы я стал с этим всем делать, что там в нем лежит? Просто черная дыра, наверное. Просто что с этим всем делать? Перейдем к представлению новых людей в команде. Первый человек, который присоединяется к команде маркетинга, и он сам себя называет Зиби, так что давайте звать его Зиби. Он приехал к нам из Польши, и, как он утверждает, разговаривать на русском языке ему проще, чем писать на русском языке. Что вы можете общаться с ним на русском. Он займется в команде маркетинга развитием бренда. И второй человек — это Даниил Волков. Даниил присоединяется... Валитов, простите, я почему-то захотел сказать. У меня почему-то в голове все время вертелось Волков. Да. Значит, это Даниил, он присоединяется к команде юристов. И Даниил очень любит ковыряться в автомобилях. И я думаю, что он очень найдет общий язык с одним из наших разработчиков, с Виталием Помзовым. Им будет о чем поговорить. Давайте поприветствуем Данила. Теперь переходим к теме выступления, к теме, которую я сегодня хочу рассказать. Я хочу рассказать про одну особенность разработки Dodo.is, про то, как она разделяется, и сфокусироваться на одной очень интересной особенности. Условно говоря, всю разработку Dodo.is можно разделить на две части. Это функциональная часть и нефункциональная часть. Функциональная — это вот то, что мы в классическом виде понимаем под разработкой. Когда мы делаем пиццу половинками или что-то еще, что мы можем, так сказать, пощупать и показать людям. То, что мы можем вот в реальности увидеть. А вторая часть разработки всегда — это нефункциональная. Это разные вещи, которые как бы сопровождают, которые являются сервисными и поддерживающими для того, чтобы функциональная часть нормально работала. Обычно про эти вещи никто никогда не помнит или вспоминает только, как вы думаете, когда? Когда все идет плохо. Да, а так они вроде бы как всегда априори должны быть. И сегодня, собственно, я как раз хочу сфокусироваться вот на этой части, рассказать о том, как была устроена работа в 2018 году и какой инсайт мы словили за 2018 год и за подготовку к Новому году, она была несколько особенной, и к какому изменению это привело на старте 2019 года. Собственно, сегодня больше будет про нефункциональную часть. Любимый слайд про то, как выглядит Dodo.is. И когда мы говорим о нефункциональной разработке, о нефункциональных требованиях, прежде всего, к Dodo.is, вот видите, здесь очень много разных компонентов, разных частей, и они связаны друг с другом стрелочками. Стрелочки обычно означают, что один кусочек вызывает другой кусочек, и что-то от него ждет. Данные какие-то или что-то еще. Например, вопрос нефункционального требования может заключаться так, что один кусок системы Dodo.is и другой кусок системы Dodo.is должны общаться не дольше, чем за, например, 50 миллисекунд. К примеру, очень простое требование. 50 миллисекунд на один запрос-ответ, запрос-ответ, запрос-ответ. Вот. Это требование иногда не очень просто выполнить. Вот. И тут возникает вопрос, а что будет с системой, если, например, запрос займет не 50 миллисекунд, а, не знаю, 3 секунды? Вот как она себя поведет? Вы представляете, как работает трекер? Что вообще такое трекер? Да? Все помнят, что такое трекер. Там планшет, ткнул, заказ отметился, или заказ туда попал первым делом. Трекер, если условно его так представить, он выглядит каким образом? У него есть сервер, на котором все крутится, есть какая-то база данных. Он немножко посложнее устроен, но упростим, скажем так, схему. Вот как вы думаете, что будет с трекером, если соединение между сервером и базой данных пропадет? Что там будет? Пиццерия будет работать, трекер будет работать, он нормально, он будет показывать. Просто пиццерия не узнает о том, что заказ пришел. Вроде бы все работает, а вроде бы непонятно. Бывают ситуации, когда сервер упадет, и трекер просто выдаст ошибку, там не будет ничего. Все понятно, что все упало.
Вот. Но не всегда вот это можно распознать, не всегда это можно увидеть. Вот. И обычно как раз, что видят наши пользователи, это не только касается трекера, это касается очень часто сайта или мобильного приложения. Когда у нас проблема, вы нажимаете кнопку «Оформить заказ», и там появляется такая крутилка, она крутится, 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 крутится. Вы ждете, вы надеетесь, вот сейчас же оно оформится. Да, вот через секунду, а оно все никак не оформляется, оно все крутится. Вот. И это вот два разных как раз состояния, два разных типа ошибок, скажем так, когда все упало, и мы прям, клиент видит, что реально все упало и ничего не работает, и он вообще не сможет заказать без вариантов. И второй вариант, когда мы, скажем так, лжем. Мы ему показываем информацию, что сейчас ты подожди, сейчас все будет, а на самом деле ничего не будет. Вот. И я попытался просуммировать вот подходы, точнее не подходы, а вообще что такое вот нефункциональные требования, какие они являются. Да? И здесь лишь вот часть из них. То, о которых я сейчас говорил, когда мы, например, теряем соединение с базой данных, или она начинает медленно отвечать, там соединение начинает вместо 50 миллисекунд работать очень долго. Это там вот вопросы latency. Кто знает перевод, думаю, поймет, о чем речь. Вот. Есть нефункциональные требования, связанные с мониторингом системы. Мы должны знать, мы должны банально увидеть, что этот запрос начал занимать дольше и отреагировать каким-то образом на него. Есть требования по безопасности, есть требования по доступности. Вы знаете, например, что на систему DDoS примерно раз в неделю, ну каждую неделю идет какая-то DDoS-атака. Вот она просто постоянная. Об этом просто уже никто не задумывается, никто не замечает, потому что разработано решение, которое это вот нефункциональное требование доступности при DDoS-атаках закрывает. И оно спокойно продолжает работать. Вот. Отдельная часть, вот здесь отдельным предпоследним, точнее, пунктом, выделено выделение на микросервисы. У него есть еще один интересный нюанс того, зачем это нефункциональное требование придумано. Оно не связано ни со стабильностью. Ну, отчасти оно связано, конечно, со стабильностью, но прежде всего там посыл заключается в том, что должны, вы помните, да, 250 человек будут работать над DDoS. Если вот прямо сейчас представить, что вот сегодня вечером у нас будет 250 разработчиков, они не смогут работать над DDoS. Это просто физически будет невозможно, они все будут ковыряться в одном месте, и, не знаю, у них там две недели будет уходить только на то, чтобы синтегрировать то, что они сделали вместе. Это будет просто тяжело и ужасно. И с нефункциональными требованиями есть вопрос, а кто, собственно, ими владеет? Вот кто придумывает эти нефункциональные требования, кто отвечает за их выполнение? С функциональными требованиями все просто. У нас есть продукт-овнеры, которые отвечают за развитие продуктов, и которые ответственны за то, чтобы функциональные требования были, соблюдались, выполнялись, там продукт развивался и так далее. С нефункциональными пока непонятно, где они, куда они пропали. И обычно мы к разработке всегда подходили так, что нефункциональные требования они находятся в области ответственности разработчиков самих. То есть это получается такой управляемый конфликт, знаете, да, что продукт-овнер, он больше за функциональную часть смотрит, разработчики смотрят за нефункциональную часть, и вот когда они там в экстазе сливаются и находят баланс, все, получается прекрасная система. Вот. Но продукт-овнеры, как люди, которые управляют бэклогом, они не всегда могут объективно оценить, какие части нефункциональных вещей стоит реализовывать, над которыми стоит запарываться, над которыми не стоит запарываться. Вот. И как примерно была устроена работа с нефункциональными вещами в 2018 году? Обычно первым делом мы где-то падали. Вот. Понимаете, да, что уже любой следующий посыл, он говорит о том, что мы работали прям плотно, предметно над какими-то нефункциональными вещами только тогда, когда уже случилась катастрофа. Уже после. Вот. Мы очень детально разбирали все эти вещи. Разбирали фиксы на две части. Одни были short-term fix и long-term fix. Вот. И, собственно, пытались их каким-то образом реализовать. Некоторые из долгосрочных вещей мы действительно реализовали, и они закрыли проблему не просто там какой-то класс проблем, а вообще избавили нас вот от существования подобного рода проблем, вот в принципе. Вот. Но это все было, как я говорю, вот уже де-факто, постфактум. Когда уже какой-то катаклизм произошел, уже какая-то часть системы упала. Но под Новый год, где-то, наверное, в конце ноября, мы начали собирать вот весь итог, все постмортемы, которые у нас были за 2018 год. Начали смотреть, что из этого мы из долгосрочных вещей сделали, что не сделали, что у нас там осталось. И сгенерировали, бэклог подготовки к Новому году, который содержал в себе те нефункциональные части, которые мы считали критичными именно к Новому году, которые могли упасть. Там был один дополнительный нюанс, что мы не просто брали, скажем так, статистику падений старых, а
каким-то образом умом пытались дойти до того, где еще подобные вещи могут встречаться, или где еще у нас вот следующая, скажем так, часть системы может упасть. Здесь очень хорошо помогли нагрузочные тесты, но они были не единственным источником информации о том, где у нас потенциально могут быть проблемы. Вот. И де-факто на Новый год мы сыграли упреждающее. Вот. То есть вы все знаете, да, DoDeIS в Новый год прекрасно себя чувствовал, но относительно, у него там были небольшие сложности, но клиенты ничего не замечали. Вот. Это привело к тому, что вот соединив вот эти вот два подхода того, как мы действовали в 2018 году и как мы действовали на Новый год мы действовали чуть-чуть иначе, начали все больше убеждаться в том, что работа над нефункциональными вещами, вообще над нефункциональными требованиями должна быть поставлена немножко иначе, и прежде всего должен появиться ответственный. Должны появиться какие-то люди, которые вот рядом вместе с продукт-овнерами, да, которые отвечают за функциональную часть, вот играли ровно такую же роль, только для нефункциональной части DoDeIS. Для того, чтобы вообще забыли о падениях. Вот. И из этого родилась новая команда. Ее сейчас пока назвали DoDeIS Platform Team, команда платформы. Я, честно говоря, не знаю, как ее название будет трансформироваться, потому что название очень сложное под платформой, иногда они понимают немножко не те вещи. Вот. И, собственно, чем она займется? Чем она уже на самом деле начала заниматься? Эта команда будет отвечать как раз-таки за нефункциональные требования, за то, чтобы их сделать и сделать систему контроля их соблюдения. То есть это команда, которая играет роль вот очень схожую с продукт-овнерами. Она будет играть роль рядом с продукт-овнерами. Но тут есть, как всегда, один интересный нюанс. Это же команда разработчиков. Вы понимаете, да, что в команду платформы входят разработчики. И поэтому у них есть дополнительные, скажем так, скиллы разработки, которые они могут сюда внезапно применить. Соответственно, побочным эффектом того, что они будут работать над нефункциональными требованиями, будет набор инструментов для соблюдения другими командами этих нефункциональных требований. То есть они сделают набор таких инструментиков удобных. Если мы говорили про требования, например, с мониторингом, команда платформы сделает инструмент таким образом, чтобы ты вообще не мог попасть в продакшн без мониторинга, таких показателей системных. Они все одинаковы на самом деле практически. От сервиса к сервису меняются бизнес-показатели, но не меняются технические показатели. Вот. Они сделают специальный инструментик для того, чтобы ты мог легко имплементировать этот мониторинг, там, завернуть его как-нибудь в контейнер куда-то еще, вот, и, в общем-то, дать командам просто в 2 строчки добавить его. Вот. То же самое с вопросом latency. То же самое с вопросом, с какими-то из частей, связанными с доступностью и разделением на микросервисы. Вот. Дело в том, что не все на самом деле команды смогут отдать. Не все команды бизнесовой разработки, вот те, которые появились, знаете, да, что у нас там разделение пошло и образовалось двери. Кто знает про двери? Так, никто не знает про двери. Хорошо. Условно, разработка вот функциональной части, в самом начале, о чем я говорил, да, она разделилась на 2. На эрию B2B и на эрию B2C. То есть в одной части продукты B2B-шные, в другой части продукты B2C-шные. Вот. Это команда бизнесовой разработки. Команда платформы является своего рода support-team для команд бизнесовой разработки. Для того, чтобы дать инструменты по соблюдению нефункциональных требований. В частности, дать инструменты по соблюдению нефункциональных требований. Вот. И все это нужно буквально для 2 вещей. Для первой части, для того, чтобы вы де-факто вообще забыли о том, что такое падение, соответственно, забыли о том, что такое команда платформы. Самый хороший показатель того, знают про команду платформы или не знают, это вообще ее имя всплывает или нет в последние полгода. Если всплывает, значит мы падаем. Если не всплывает, все хорошо. Вот. Ну и вторая большая цель — это 250 человек. Без них мы никуда не денемся. Разработка станет немножко другой. На этом все. Передаю слово Насте.